В открытой базе Росстандарта появился сертификат одобрения типа транспортного средства на Аурус Комендант, который официально должны представить весной этого года. Судя по характеристикам, он окажется одним из самых крупных и тяжелых внедорожников в мире. Сертификационный документ, выданный на партию из 150 машин, раскрыл все основные характеристики новинки. Комендант первым в семействе получит пневмоподвеску, автопилот и подрулевые лепестки. Кроссовер должен стать третьей и самой массовой моделью в гамме бренда Аурус. Внедорожник Аурус Комендант оказался короче, чем базовый седан Сенат. Колесную базу сократили на 200 мм, до 3100 мм. Расстояние от бампера до бампера уменьшили на 252 мм, до 5380 мм. А ширину сократили на 16 мм, до 2004 мм. Но новинка, конечно же, выше – 1820 мм плюс 131 мм. Дорожный просвет машины составляет 200 мм. Таким образом, по габаритам Комендант сопоставим с автомобилем Rolls-Royce Cullinan 5341 мм в длину и Cadillac Escalade 5382 мм в длину. Компоновка салона только четырехместная двухрядная, других не предусмотрено. На заднем ряду стоят индивидуальные кресла повышенной комфортности. Разрешенная полная масса кроссовера составляет 3495 кг. При этом снаряженная масса составляет 3235 кг, то есть паспортная грузоподъемность всего 260 кг. Еще примечательно, что Комендант считается автомобилем специального назначения для защиты жизни и здоровья пассажиров. А вдобавок есть примечание, что кузов имеет подготовку под монтаж брони. Впрочем, цельнометаллический несущий кузов Коменданта изначально был приспособлен под бронирование. Аурус Комендант имеет отраслевой индекс 4124 и построен на той же единой модульной платформе EMP, что седан Сенат и минивэн Арсенал. Для Коменданта анонсирована пневмоподвеска, тогда как седаны, лимузины, кабриолеты и минивэны довольствуются обычной пружиной. Кроме того, водитель сможет переключать передачи под рулевыми лепестками. Также есть новшество в части электронных систем. Это автоматизированная система помощи водителю ADAS, то есть на кроссовер будет ставиться автопилот начального уровня. Технически Комендант повторяет другие Аурусы и оснащен гибридной силовой установкой. Это бензиновый двигатель NAMI 4123 V8 4,4 литра с непосредственным впрыском и двумя турбокомпрессорами. Он работает на бензине АИ-98 и развивает 598 лошадиных сил и 880 ньютон-метров. В 9-ступенчатый автомат КТ встроен синхронный электромотор пиковой мощностью 63 лошадиные силы. Литий-ионная тяговая батарея фирмы Enertec установлена в заднем свесе. Аккумулятор весит 102 кг. Его емкость 16 ампер-часов, а рабочее напряжение 220-361 вольт. Комендант имеет гидроусилитель руля, вентилируемые дисковые тормоза на всех колесах, а также полноприводную трансмиссию с цепью в раздатке и электромагнитные муфты, отвечающие за подключение передней оси. Дата премьеры внедорожника не названа. По обещанию Адиля Ширинова, это должен стать первый квартал 2022 года. Но в начале недели стало известно, что Адиль Ширинов, возглавлявший бренд Аурус, покинет свой пост по собственному желанию. Поэтому дата в очередной раз может быть пересмотрена. Напомню, что первый прототип был готов еще весной 2019 года. Понравился ли вам новый кроссовер? И как вы считаете, Аурус Комендант увидит свет в этом году? Поделитесь своим мнением в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.